Интересные факты. Как вы уверен знаете, один из главных мифов США – это то, что они якобы не сдают своих граждан и вытаскивают их из любой передряги. При этом, это вторая часть данного мифа. Штаты легко воруют любых граждан любых стран по миру, и это круто. Как понятно, вторая часть называется «Беспредел», и только восторженные шестерки уставшего гегемона могут признавать в этом что-то серьезно уважаемое. Но главное другое. И с первой частью мифа о бесконечно крутых штатах начались проблемы. Как обычно, виновата Россия. Соединенные Штаты требуют немедленного освобождения отставного морского пехотинца США, задержанного Россией по обвинению в шпионаже. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео в Бразилии. Глава Госдепа также отметил, что Вашингтон рассчитывает получить консульский доступ и объяснение от Москвы в связи с задержанием гражданина США. Сотрудники ФСБ 28 декабря задержали гражданина США Пола Уиллана в Москве при проведении шпионской акции. Против него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. Во-первых, конечно, у толстенького госсекретаря США авангард не вырос чего-нибудь от России требовать. Это не говоря про во-вторых. Ведь подлые США держат кучу наших граждан, включая самый известный случай Виктора Бута и Марии Бутиной. И ничего в плане их философии добра, когда они могут убивать и грабить, а им за это ничего не будет. Но времена, очевидно, изменились. Напоминаю, совсем недавно иранские военные поставили зажравшихся морпехов США на колени, в самом прямом смысле. И Иран упорно существует на карте мира, наплевав на наглых янки. Кроме того, недавно Канада получила от Китая вгрызло за то, что по приказу США, а Трамп в этом, считай, признался сам, взяла в заложники финдиректора компании Huawei и дочку известного китайского миллиардера. Страна убежище фашистов и нацистов, есть мнение, еще долго будет огребать от китайцев, в том числе сворачиванием денежных потоков, на которых и строилось до сих пор благополучие Канады. И вот после того, как мы несколько лет назад не сдали штатам Сноудена, снова здравствуйте. Тут, конечно, доставляют формулировки. Немедленно. Требуют. А что вы нам сделаете? Санкции введете? Изолируете? Что? Тем более мы, в отличие от западных партнеров, людей, как Марию Бутину, по надуманным предлогам не задерживаем. Это Штаты террористическое государство, чего уже никто и не скрывает. А Россия всегда берет именно законностью, доказательной базой и последовательной политикой. Что для современных США фантастика уровня Терминатора Генезис. Так что дальше будет интересно. Вполне возможно, кстати, Пола Уиллана обменяют. Нам хватает кормить за деньги налогоплательщиков террориста Сенцова и редакцию радио «Эхо Москвы», чтобы еще добавлять себе затрат. Однако одно совершенно точно. Штатам показывают уже все, кому не лень, что их время безнаказанности стремительно подходит к концу. Переживаю за Обаму и Хиллари. И Ксению Ларину. Счастья всем. Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки.